По данным нашей аналитической службы, предварительным данным, потому что, согласитесь, слишком мало времени прошло после окончания каникул, и не все цифры еще есть, но по нашим данным, как никогда, большое количество наших граждан никуда не поехали вообще. Точные цифры у нас будут только к началу февраля, о каком количестве, о какой доле идет речь, но впервые сложилась такая ситуация, что у людей недостаточно средств для отдыха не только за рубежом, зарубежные туры по понятным причинам сильно подорожали в связи с падением рубля, но и на отдых внутри страны. Отдых внутри страны на новогодний период подорожал, берем самые популярные места, я их сейчас перечислю, где-то в среднем на 15-18% по сравнению с прошлогодними новогодними каникулами, да, с началом 2015 года. Это не очень серьезное повышение цены, поскольку инфляция у нас примерно столько же составляет, но тем не менее это оказалось довольно серьезным фактором для большого количества людей, и они решили на Новый год никуда не ехать. Тем не менее, несмотря на вот такую общую картину, мы можем сказать, что динамика внутреннего и выездного туризма разительно отличаются друг от друга в прошедшие каникулы. Выездной туризм, несмотря на оживление на некоторых направлениях, тем не менее продемонстрировал отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом, где-то ориентировочно минус 30-35% по сравнению с новогодними каникулами 2015 года в среднем по всем рынкам. Внутренний туризм, напротив, динамика позитивная. Надо сказать, что важная оговорка очень для внутреннего туризма. Ожидали и аналитики, эксперты рынка в октябре, ноябре и даже в начале декабря ожидали, что динамика будет существенно более радужная, что ли, существенно больше. То есть ожидался прирост порядка 20% по сравнению с новогодними каникулами 2015 года. К сожалению, вот плюс 10 тоже хорошо, но хуже, чем могло бы быть. У нас впервые за всю новейшую историю туристического бизнеса на Новый год нету Египта как туристического направления. Египет закрывали несколько раз, закрывали в кавычках, но это всегда был либо низкий сезон, либо не пик высокого сезона. В данном случае Новый год обошелся без Египта. Это всегда было направление номер один в этот период. И отсутствие Египта, естественно, привело к тому, что возрос спрос на других, более или менее альтернативных зарубежных направлениях. Конечно, это в первую очередь направление так называемого зимнего солнца. Это те страны, где зимой можно погреться на солнышке, искупаться в море. И выиграли, если можно так сказать, от отсутствия Египта в первую очередь Арабские Эмираты, Израиль, Таиланд, Вьетнам и Индия, Гоа. Но даже с учетом этого оживления общая динамика в сегменте выездного туризма не сильно изменилась.